Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 203 метра в 20 граммах. Вязать я буду нитью в 2 сложения. И сегодня мы с вами свяжем нежнейшие мотивы и соединим их в единое полотно за счет последнего ряда вязания. Начинаем выполнение нашего мотива с 8 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я ввожу крючок в первую воздушную петлю, провязываю соединительную. Далее я приступаю к выполнению первого ряда. Воздушная и в колечко провязываю 15 столбиков без накида. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. При этом, видите, я ввязываю остаток нити. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Завершаю выполнение первого ряда, ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Соединительная. И я могу приступить к выполнению второго ряда. Это столбики с 2 накидами. Я начинаю выполнение с 4 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют 1 столбик с 2 накидами. Далее очень внимательно я выполняю 2 воздушные петли арки, 2 накида и вершинку следующего столбика столбик с 2 накидами. 2 воздушные и столбик с 2 накидами. 2 воздушные, столбик с 2 накидами. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение второго ряда. Я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. И начинаю выполнение третьего ряда с 3 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее под арочку я провязываю 3 столбика с накидом. Ряд очень простой, из столбиков с накидом. Я провязала под арочку 3 столбика с накидом и вершинку провязываю 1 столбик с накидом. Опять под арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 и вершинку 1. Итак, мы вяжем с вами до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение третьего ряда. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. И 4-й ряд я начинаю с выполнения 3 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее накид на крючок, вершинку столбика я провязываю столбик с накидом. И всего я провязываю 7 столбиков с накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. Накид. Я пропускаю 2 вершинки. В следующую вершинку столбик с накидом провязываю.
И всего провязываю 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. Накид. Пропускаю 2 вершинки. Опять 8 столбиков с накидом. 1, 2 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение 4-го ряда. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная, и приступаю к выполнению следующего 5-го ряда. 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом, и далее в каждую вершинку я провязываю по столбику с накидом. Здесь все очень просто, ничего сложного. У нас получается здесь 7 столбиков, а в дальнейшем будет по 8 столбиков с накидом. Я выполняю наши столбики с накидом. И далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида под арочку. Арочка из 4 и 8 столбиков с накидом, как я и сказала. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять арочка из 4. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Арочка из 4. И так далее. Так мы выполняем наш ряд, и завершу выполнение я вместе с вами. Завершаем выполнение 5-го ряда. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. И для начала 6-го ряда я перехожу с соединительной. Смотрите, ввожу крючок в вершинку столбика с накидом, выполняю соединительную. И начинаю выполнение нашего 6-го ряда с 3 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Одна вершинка остается не провязанной, проверяйте себя. И далее мы будем выполнять арочки из 5. 1, 2, 3, 4, 5 из 5 воздушных, столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и пропускаем вершинку. И далее 6 столбиков с накидом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять арочки из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда.
Завершаем выполнение 6-го ряда. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. И для того, чтобы начать выполнение 7-го ряда, опять же, как и в предыдущем ряду, мы соединительной переходим к началу. В вершинку столбика я ввожу крючок, соединительная. Далее 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом, и 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Далее у нас арочки из 5. Все очень просто. Сам мотив очень простой. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида. Очень быстро запоминается. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. Раз, два, 3, 4, 5. И 4 столбика с накидом. Напоминаю, пропускаем первую вершинку и считаем. Раз, два, 3, 4. И последняя вершинка тоже остается не провязанная. Далее раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида и так далее. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение 7-го ряда. Вот такой нежный, красивый у нас с вами мотив получается. Очень простой, повторюсь. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. 7-й ряд завершен. И для выполнения 8-го, последнего ряда, опять же, я вершинку столбика следующего выполняю соединительную. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом, и выполняю 1 столбик с накидом. Далее арочки из 5. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида под арочку, да? Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. И раз, два, 3, 4, 5. Накид и 2 столбика с накидом. Пропускаю первую вершинку и далее первый столбик и второй. И далее опять арочки из 5. Раз, два, 3, 4, 5. Я начну выполнение, вы уже продолжите самостоятельно. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение нашего последнего 8-го ряда. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. Далее выполняю воздушную и нить обрезаю. И хорошо подтягиваю. И вот наш мотив готов. Очень нежный, красивый, аккуратный получился мотив. Нам остается с вами рассмотреть присоединение таких мотивов последним рядом вязания и создать красивое, нежное, ажурное полотно из таких мотивов. И, дорогие друзья, прежде чем продолжить, я выполнила уже небольшое полотно из наших мотивов. Видите, нежное, красивое получается полотно. И вот хорошо видно присоединение наших мотивов друг к другу. Я выполнила мотив частично. Видите, вот последний ряд у меня только начал выполняться. И за счет выполнения последнего ряда я буду присоединяться.
В данном случае присоединение будет идти к первому, ко второму и вот к третьему мотиву. Принцип один и тот же. Мы присоединим одну сторону, а дальше по такому же принципу вы будете присоединяться. Все очень просто. Давайте рассмотрим поподробнее. И начинаем наше присоединение. Смотрите, по узору у нас идут арочки из 5 воздушных. Я выполняю 2 воздушные. И центральная воздушная петля в арочке у меня будет заменена на столбик без накида. Я беру мотив, к которому присоединяюсь. Смотрите, изнаночка к изнаночке, вот таким образом. Удобно и хорошо будет вам видно. И теперь смотрите, вот арочка, к которой я буду присоединяться. Я ввожу крючок под арку, столбик без накида. 2 воздушные и возвращаюсь к моему мотиву. Под арочку, столбик без накида. Далее 2 воздушные. Опять же, следующую воздушную я заменяю на столбик без накида. И 2 воздушные. И возвращаю столбик без накида. И немножко быстрее 2 воздушные. Под арочку ввожу крючок, столбик без накида. 2 воздушные. И возвращаюсь к мотиву, столбик без накида. 2 воздушные. Столбик без накида. 2 воздушные. Столбик без накида. Видите, да, возвращаюсь к моему мотиву, который провязываю. 2 воздушные. Вот хорошо видно последняя арочка, к которой мы присоединяемся. 2 воздушные. И видите, здесь по узору у нас с вами 2 столбика. И у нас здесь по узору пропускаем вершинку. 2 столбика с накидом. 1 и 2. И теперь я останавливаюсь. Мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот наше присоединение. Видите, за счет наших столбиков без накида, которые в арочке заменяют центральную воздушную. Очень просто и в то же время очень нежно и красиво. Далее вот арочки, к которым мы присоединяемся. И я начну присоединение, вы продолжите самостоятельно. Опять же, начинаю с 2 воздушных. Далее беру мотивы и под арочку ввожу крючок. Видите, они прям сами ложатся изнанка к изнанке. Продолжаю работу. Столбик без накида, 2 воздушные и возвращаюсь к мотиву. Столбик без накида. 2 воздушные. Следующую воздушную заменяю на столбик без накида. И 2 воздушные. И возвращаюсь к мотиву. Очень просто. И по такому принципу мы присоединяем все наши мотивы. Вы уже будете смотреть по полотну своему. Одну сторону будете присоединять или 2, или как в моем случае это 3 стороны. Я останавливаюсь. Опять же, остается немножко довязать мне, но вы уже довяжете самостоятельно. Я просто покажу. Вот видите, мы начали уже нашу другую сторону присоединять. Вот наша присоединенная. Вот мы начали присоединяться. Так вы выполняете самостоятельно. И нам остается присоединить еще одну сторону. И довязать мотив до конца.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейшие мотивы и соединять эти мотивы в единое красивое нежное полотно. Сами мотивы очень вяжутся просто и быстро запоминаются. И вот при соединении получается такое полотно нежное, ажурное. Вы можете выполнить из такого полотна буквально любое изделие: скатерть, кардиган, блузу, шаль, палантин. Все зависит от вашего желания, выбранной пряжи и вашего, конечно же, опыта. И вот такая нежность, красота у вас получится. Присоединяйтесь. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов. И, конечно же, отдельное спасибо за то, что вяжете вместе со мной. Не забывайте писать в комментариях, что у вас получилось.